Давайте не будем тянуть и начнем с 10 серии, где сразу же в начале у нас новая сцена с Фламме. Что? Вы хотите спросить, что вообще происходит и где предыдущие 9 серий? Ну, здесь я сравниваю аниме Frieren, провожающее в последний путь, с мангой, и это вторая часть. А про первые 8 серий я рассказывал в ролике, ссылка на который сейчас справа сверху. В 9 же существенных изменений не было, поэтому мы ее пропустим. А с вами Steel, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. Так вот, в начале 10 серии целых 1,5 минуты идет новая сцена. Что на самом деле удивительно для аниме, которое следует в точности по манге. В этой сцене Frieren спрашивает Фламме, а точно ли нормально обманывать демонов при помощи занижения маны? На что та отвечает, что она и назвала их демонами, потому что они подлые и хитрые, а стало быть, нужно переиграть их на их же поле. Сцена с ходьбой практически идентична такой же, которая есть в середине серии, но при этом неуловимо отличается. Ну, зато нам рассказывают, откуда вообще пошло это слово «демон». Следующее изменение, которое украшает аниме, это момент, когда во флешбеке Мороженко после смерти Огонька строит дом. И да, я сейчас не шучу, это буквально то, что значат их имена, если переводить с немецкого. В аниме все имена и названия говорящие, поэтому обязательно посмотри мой ролик о значениях имен по подсказке справа сверху. Так вот, когда Frieren строит себе дом в лесу, в манге она это делает из досок. И у меня нет слов наивности художника, который очень слаб в средневековой фэнтезийной архитектуре. Если вы смотрели первую часть сравнения, то вы уже знаете. Ну какие нафиг дома из досок? В аниме же это исправили, и наша мерзлячка строит себе дом из бревен. А еще для закрепления показали момент, как она сидит в этом домике и читает очередной фолиант. И, кстати, еще один косяк манги, хотя, может быть, и ракурс такой. Когда нам флешбэчат то, как Гиммель с отрядом пришли к Frieren, на одном из фреймов кажется, будто у нее уши внезапно стали человеческими. Может быть косяк, а может быть и просто неудачный ракурс. И давайте перейдем к 11 серии, концовке арки с графом Гранатом. Тут во флешбеке Frieren рассказывает, что за неуважение к королю когда-то давно Гиммель с Айзеном чуть не лишились голов. И если в манге художник нарисовал гильотины, то в аниме их казнить должен был палач, державший в руках меч. И на самом деле это еще одно исправление несоответствия манги примерному духу времени. Все же гильотины из манги это в основном 18-19 век, когда в аниме сеттинг ближе к раннему возрождению. Но не будем о грустном, ведь отряд встречает эльфа Крафта высоко в горах. И в манге хижина выглядит очень убого, как и 99% зданий. Снаружи она буквально 4 на 4 метра, да еще и дощатая. Как ее не смело метелью, вообще непонятно. Ну, дощатые дома, похоже, фетиш у художника, а внутри просто голые стены и камин без трубы. Видимо, чтобы путешественники укрылись от вьюги и угорели. В аниме же хижина выглядит чуть более пристойно. Для начала это не дощатый дом, а бревенчатый, только внутри обитый досками. Снаружи есть некое подобие дровяника, на окнах ставни и, что самое главное, печная труба. Внутри тоже выглядит обжито. Тут на камине стоят какие-то фигурки, есть лавка, крючки для одежды, шкуры на полу. Пусть даже это и хижина чисто для заплутавших путешественников, все же это не пустая дощатая коробка. Вы скажете, я опять докапываюсь? А как вам такое? В манге Крафт голым телом отогревал замерзшего Старка, который лежал в куртке. Эффективность такого действия вы сами себе можете представить. Но и голиком его оставлять тоже нельзя. Поэтому в аниме Старка отогревали, раздев хотя бы до свитера. Самое время напомнить, что в следующем видео будет вторая часть разбора имен персонажей во Frieren. Оно уже доступно на площадке Boosty, где ролики выходят на неделю раньше. А еще там есть прохождение тайных игр, например, расхайпленной игры Peeping Door Manager, где нужно играть за смотрителя женской общаги. Переходи по ссылке в описании или сканируй QR-код, а мы идем дальше. В обоих моих видео красной нитью проходит мысль, что аниме исправляет косяки манги, связанные с сеттингом, и в 12 серии исправляется еще один такой косяк. Когда группа Frieren приходит в деревню, которая находится рядом с пещерой священного меча, староста приглашает их к себе домой. И в манге они сидят на полу.
на коленях в японском стиле. Даже подушки не подкладывают, настолько им тепло. Я, конечно, понимаю, что в Японии, в богатых домах, даже в средние века умели делать утепление пола. Но у нас вообще-то европейское фэнтези, а герои сейчас находятся в горах. Как в таких условиях сидеть на полу, я вообще не представляю. Вот и в студии Madhouse тоже не представляют. И поэтому в аниме все персонажи сидят вполне по-европейски. Староста в кресле, а Ферн и Старк на, допустим, это скамья с подлокотниками. И, кстати, в этой же серии есть не косяк, но тем не менее я хочу про это рассказать. Когда нам показывают флешбэк Старка, то на заднем плане очень размыто видны демоны. В манге они видны куда лучше, и конкретно вот этого демона вам бы стоит запомнить. Он еще появится в сюжете, а зовут его Реваль. Серия номер 13. В самом начале во флешбеке нам показывают Зайна и Гориллу. В манге в этом моменте Зайн курит и обильно пускает дым. В аниме же просто держит сигаретку в зубах. Я бы тут начал говорить про то, что это цензура, но нет. Зайн обильно пыхтит дальше по серии. Почему дым убрали конкретно тут? Я без понятия. А, и еще, внешний вид гориллы тоже отличается от версии из манги. Ну и, конечно, как же без моего нытья про одинаковые стрёмные домики из манги. Художник отменный лентяй, дома чуть ли не Ctrl-C, Ctrl-V. В аниме же видна площадь, церковь, какие-то хозяйственные постройки. В общем, нормальная такая деревня. И еще в аниме добавили фразу Старка о том, что он учтет, что вокруг деревни много змей, что делает из него еще большего дурака. Что дальше? А дальше нам показывают комнату, в которой осталась группа Фрирен на ночлег. Тут есть все, что нужно для пребывания. Стулья, тазик для умывания, утилитарный шкафчик и крючки для одежды. А на двери засов, кстати, совершенно иной конструкции, нежели в других домах. В манге же пустота на стенах. Ну кто бы сомневался. Ну ладно, давайте к новым сценам. А конкретно после обильного кутежа Старка с Зайном оба остаются без денег и одежды. В манге такое ощущение, что девушки просто пошли спать и хватились Старка только утром, а мужики, соответственно, всю ночь провалялись голыми. В аниме же Баклажан услышала вопль, разбудила мороженку, и они побежали на крик, где и увидели, что стало с Рыжулей. Все это происшествие знатно так перетряхнули в аниме, потому что в манге Ферн вернула вещи Старка, выкупив их в ломбарде. Ну, раз торговая лавка работает, стало быть, действительно, в манге дело происходит утром. В аниме же все вещи староста отдал без денег, но с условием, что они останутся в деревне до праздника урожая. Хороший мужик. На продаже припасов путешественникам они поднимут деньги куда честнее, чем обобрав их до нитки. Ну и как мне снова не нарадоваться на офигенную детализацию аниме в виде этой оконной щеколды, которая отличается от щеколд в остальных городах и деревнях. Да даже просто диалоги выглядят куда лучше, чем в манге. Там Зайн выдерживал гнев брата ровно одну страницу. В аниме же вкупе с музыкой это куда более сильная сцена. Ну а мы переходим к 14 серии. Как вы уже поняли, я наяриваю на средневековый сеттинг. Ну, нравится он мне. И чем дальше идет аниме, тем сильнее оно отходит от того, что нарисовано в манге. Вплоть до полного изменения городов. Например, городок Раг. В манге это вообще непонятно, что за город. В аниме же можно даже понять, как именно он строился. Да и вся сцена до опенинга новая. Вплоть до того, что нам показали новый флешбэк, который вспомнился Фрирен во время прогулки по городу. Все же она не забывает поход с Гиммелем, а в манге она его вспоминает только по праздникам. Следующее изменение, которое снова делает аниме лучше оригинала, это момент, когда Зайн, умудренный опытом взрослый, нравоучает Ферн, чтобы она пошла и извинилась перед Старком. В манге это все, что было в этой сцене. В аниме же Ферн, как хорошая девочка, извиняется и перед самим Зайном за то, что пнула его несколько раз ногой. Ну и наконец, в конце серии происходит один из красивейших моментов, когда Гиммель надевает Фрирен кольцо на палец. В манге это хорошо нарисованный фрейм, в аниме же музыка и постановка кадра, а особенно лица героя и эльфийки, делают впечатление просто на порядок сильнее, превращая один фрейм в настоящее произведение адаптационного искусства. А еще отличная находка в том, что прямо в этот момент бьют городские колокола.
как бы показывая, что это настоящее венчание. Хотя, если приглядеться, то видно, что они просто бьют 5 часов вечера. И да, в озвучке от студийной банды, в которой я смотрел, почему-то говорится, что кольцо Гиммель подарил в честь победы над владыкой демонов. Хотя в аниме ясно показывают, что это происходило в городке, где Старк дарил брошь Ферн. Если сравнить, можно даже увидеть, в каких местах город разросся за эти годы. Кстати, мне кажется, или этот отрывок мелодии очень похож на отрывок из «Властелина колец». Пишите в комментарии, может мне это одному кажется. Серия номер 15, и в ней очень много чего поменяли. И уже по хорошей традиции перед опенингом в аниме новая сцена, где Зайн спрашивает, сколько группа путешествует. Фрирен теряется, что сказать, а Ферн и Старк четко отвечают. Все же для эльфийки это путешествие моргнула и не заметила. В середине серии снова новая сцена. После того, как Зайн и Фрирен победили цветок, нам показывают, как Старк просыпается и видит рядом с собой спящую Ферн. Кстати, я тут третирую мангу на предмет лености художника, а вот, например, во флешбеке Лорда Ордена, когда тот вспоминает про смерть сына, в манге доспехи выглядят в разы круче, чем то, что нарисовали в аниме. Тут же снова хочу упомянуть про студийную банду и перевод, который они брали. В озвучке Старк говорит, что у него на лбу ожог. Хотя несколько серий назад нам сказали, что этот шрам остался у него после удара Айзена. Косяк, однако. Чуть дальше нам показывают перемотку времени, и в аниме впихнули еще и кадры с Фрирен и Ферн. В манге же показывали только Старка. В аниме две магички жрали вкусняшки и жили шикарно, пока парень тренировался. В следующей сцене продолжение курса на удаление из аниме всего японского. Когда Лорд Орден со Старком проходят мимо младшего сына Лорда, Мута, что Мут, что Старк держат в руках деревянный муляж катаны. В аниме же классический европейский меч. Правда, держат и в стойке стоят по-кондошному, но тут уже ничего не поделать. А чуть дальше аниматоры решили добавить еще одну отсутствующую в манге перемотку времени. На этот раз уже с обучением Ферн. Дальше происходит бал, и в аниме нам показывают очень красивую сцену танцев Ферн и Старка. Теперь уже все яснее, понятна химия между персонажами. В манге же это буквально один фрейм, что очень большое упущение. А мы переходим к 16 серии, и тут снова перед опенингом целых 1,5 минуты новых сцен, в которых Зайн вспоминает свою молодость и гориллу. Помните, что я говорил насчет сильного расхождения визуала аниме и манги? Так вот, сразу после опенинга нам показывают местность, где проходит группа Фрирен, которая различается кардинально. Вместо непонятных лесов из манги большие поля и холмы вдалеке. А деревня из манги вообще настоящий смех. В аниме же это живописное место с раскидистой ивой, а на входе в деревню сидит дедушка Фоль. После встречи старых друзей нам снова показывают дурость из манги, а именно каменные дома, которые стоят в лесистой местности. В аниме же постоялый двор, в котором остановилась пати Фрирен, бревенчатый, а еще добавлен голос хозяина, который говорит, где можно взять хворост для печи. И иммерсивность. И я еще придерусь к этой же странице манги. Здесь Ферн магия левитации собирает перцы. И это в Северных Королевствах, во времена, когда еще не придумали теплицы. К тому же перец в Европу завезли из Америки. В аниме же она вытаскивает морковь, что куда ближе к усредненному европейскому средневековью. Но вот следующий кадр, и здесь все портит уже тыква, также завезенная из Америки и также более теплолюбивая. Но за попытку лайк. Кстати, помните замену Синая на нормальный меч из прошлой серии аниме? А вот здесь в сцене с тренировкой Старка заменить забыли. Такие дела. В целом весь курс аниме сделан на то, чтобы, не меняя сюжет и диалоги, привнести
привнести что-то новое или расширить уже существующие отличные сцены из манги. Тоже кольцо Гиммеля или бал Старка и Ферн выглядят куда лучше, чем в манге. И мне кажется, что дальше будет только лучше. Но об этом мы узнаем, когда аниме закончится полностью. Напишите в комментариях, если вы хотите продолжение сравнений по арке магического экзамена. Ваша активность, лайки и комменты — это лучшая мотивация. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.